Вы когда-нибудь задумывались, почему теплый звук винила — это на самом деле результат жестких физических ограничений, а не магия? И почему формат DSD иногда считают чем-то вроде цифрового зеркала этой механики? Сегодня мы разберем звук на атомы. От того, как игла буквально выживает на внутренних дорожках пластинки, до того, как цифровой формат DSD позволяет обойти столь серьезные ограничения физики. Вы узнаете, почему 180-граммовый винил не всегда звучит лучше, какие страшные процессы происходят за занавесом и как правильно архивировать аналоговый носитель, чтобы не потерять ту самую душу записи. С вами Алекс. Сегодня на нашем канале Audio Insights глубокий взгляд на аудио изнутри индустрии от Юрия Корзунова, основателя Audiophile Inventory и разработчика программы оптимизации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AUI Converter. А я Элинора. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. Узнайте всю суровую правду о том, что там на самом деле происходит, прямо сейчас. А теперь поехали! Начнем с распространенного тезиса. Винил часто воспринимают как ностальгический носитель, красивый объект, ритуал прослушивания, но технически шаг назад. Так ли это? С инженерной точки зрения винил — это не шаг назад, а строго ограниченная механическая система, которая требует высокой дисциплины на этапе мастеринга и производства. Звук здесь формируется не только записью, но и тем, что физически можно записать и воспроизвести. Давайте посмотрим, как звук оказывается на виниловой пластинке. Это почти как волшебство. Звук, который мы слышим в комнате, превращается в физический рельеф на пластике. Да, процесс начинается со студийного мастера, цифровой или аналоговой записи. С помощью специального токарного станка, резца, создается канавка, которая буквально повторяет форму звуковой волны. Представьте иглу токарного станка, которая движется по поверхности лакового диска. Она как бы вырезает крошечные колебания в виде канавки. Чем громче сигнал, тем глубже и шире изгиб канавки. А теперь представьте сложность. Звук содержит одновременно низкие и высокие частоты, тихие и громкие моменты. Низкие частоты создают большие плавные изгибы канавки, высокие — крошечные быстрые колебания. В результате токарный резец должен работать невероятно точно. Он одновременно рисует огромные волны для баса и мельчайшие изгибы для верхних частот. Даже небольшая ошибка превращается в искажение, которое мы потом слышим как шипение, резкость или зернистость. Кстати, скорость, с которой пластинка вращается, постоянна. 33,3 оборотов в минуту или 45, если это сингл. Но линейная скорость канавки под резцом уменьшается к центру. Поэтому ближе к середине пластинки токарю приходится буквально сжимать те же высокие частоты на меньшей длине пути. Именно поэтому инженеры используют разные мастеринг-трюки, чтобы игла на проигрывателе могла потом точно прочитать каждый изгиб. Все эти усилия создают ощущение натурального, живого звука, когда кажется, что инструмент или голос присутствуют прямо в комнате. В итоге каждая пластинка — это физическая карта звука. Каждый изгиб канавки — маленькая точка истории, которую ваша игла воспроизводит снова и снова. А теперь давай разберем, как винил хранит стереозвук. На первый взгляд это может показаться магией, но на самом деле все очень логично. В стерео есть два канала — левый и правый. На пластинке это реализуется через микроскопические движения иглы в канавке, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Именно. Для токаря это означает, что каждый изгиб канавки отражает комбинацию сигналов обоих каналов. В упрощенной модели говорят, что горизонтальные движения преимущественно связаны с суммарным сигналом L плюс R, левый плюс правый. А вертикальные с разностным сигналом L минус R, который отвечает за пространственную информацию.
Но это не строгое разделение. Да, это упрощение. На практике оба сигнала влияют на движение иглы в обе плоскостя, однако приоритет задается на этапе мастеринга. Низкочастотный суммарный сигнал стараются удерживать в области, безопасной для горизонтального движения, и контролировать по уровню разностный сигнал. Если сказать проще, Суммарный сигнал обычно содержит общую энергетическую основу музыки, а разностный — информацию о расположении инструментов и ширине сцены. Разностный сигнал ограничивают по уровню, чтобы избежать чрезмерных вертикальных колебаний канавки и сохранить стабильное воспроизведение. Именно поэтому виниловый мастеринг так требователен. Да, даже микроскопическая ошибка при нарезке влияет на стереоизображение. Но при точной токарной работе и грамотном мастеринге мы слышим ширину и глубину сцены почти так же, как в студийном мастере. А проигрыватель уже напрямую преобразует движение иглы в левый и правый электрические сигналы, которые мы воспринимаем как стерео. Как мы видим, у цифровых записей нет и близко таких проблем. Мы много говорили о том, как звук записывается на винил. Но между иглой и усилителем есть еще один ключевой элемент, о котором часто забывают — фонокорректор. Да, без него винил просто не зазвучит нормально. Сигнал с головки звукоснимателя слишком слабый и к тому же намеренно искажен, еще на этапе записи. Начнем с уровня. Напряжение, которое выдает картридж проигрывателя, в десятки и сотни раз меньше, чем у обычных линейных источников. Для ММ-головок это милливольты, для МС иногда всего десятки микровольт. О головках мы поговорим позже. Поэтому фонокорректор выполняет первую задачу – очень точное и малошумящее усиление. Любой собственный шум или искажение на этом этапе становится частью звука. Но усиление – только половина работы. Вторая, не менее важная задача – эквализация по кривой RIAA – Recording Industry Association of America. При нарезке винила низкие частоты специально ослабляют, а высокие усиливают. Это делается, чтобы канавка не стала слишком широкой на басе и чтобы снизить уровень шума на верхах. Фонокорректор выполняет обратную операцию. Он усиливает низкие частоты и ослабляет высокие, точно восстанавливая баланс, задуманный при мастеринге. И вот здесь начинается тонкая инженерия. Если кривая RIAA реализована неточно, буквально на доли децибела, меняется тембр. Бас может стать рыхлым, середина мутной, а верх резким, или наоборот вялым. Разве такие микроизменения АЧХ слышны? Если прибавить или убавить ручкой громкости на доли децибела, мы это вряд ли заметим. Это слышно не как громче-тише, а как изменение тембра и структуры звука. Поэтому сравнение с ручкой громкости здесь некорректно. Это не широкополосное изменение уровня. Ручка громкости меняет весь спектр сразу. Ошибка RIAA — это наклон, полка, изгиб кривой в конкретных диапазонах частот. Кроме того, фонокорректор должен корректно согласоваться с головкой звукоснимателя по сопротивлению и емкости для ММ и по сопротивлению нагрузки для МС. Неправильная нагрузка меняет частотную характеристику и фазу, и это напрямую влияет на ощущение сцены, атаки и воздуха. Поэтому фонокорректор — это не просто усилитель. Он возвращает сигналу его спектральный баланс и во многом определяет, каким мы услышим винил. В этом смысле он настоящий переводчик между механическим миром пластинки и электрическим миром аудиотракта. И именно поэтому два виниловых тракта с одинаковыми проигрывателями могут звучать совершенно по-разному, просто из-за фонокорректора. Стоит напомнить, что цифровым записям никакой подобной коррекции не требуется. Таким образом, мы избегаем лишней ступени фильтрацию со всеми вытекающими последствиями. Часто можно услышать, у всех фонокорректоров одна и та же RIAA, значит и звучать они должны одинаково. На практике это совсем не так. Потому что кривая RIAA — это лишь целевая характеристика, а не способ ее реализации. Два устройства могут формально соответствовать стандарту, но достигать его разными инженерными методами. Во-первых, имеет значение точность самой кривой. Отклонения даже в пределах плюс-минус 0,2 дБ уже слышны как изменение баланса.
особенно в области середины и верхнего баса. Во-вторых, топология схемы. Пассивная RIAA между каскадами и активная RIAA в цепи обратной связи ведут себя по-разному по фазе, перегрузочной способности и микродинамике. Третье – это запас по перегрузке. Реальные пластинки часто содержат пики, значительно превышающие средний уровень. Если фонокорректор входит в насыщение, звук теряет прозрачность и дыхание. И, конечно, шум и искажения. Фонокорректор работает с крайне слабым сигналом, поэтому качество активных элементов, питания и разводки платы критично. В итоге получается парадокс. Два устройства с одинаковой RIAA могут передавать ритм, сценам и тембры совершенно по-разному. RIAA — это скелет, а характер звучания формируется мышцами, связками и нервной системой всей схемы. Теперь давай разберемся с извечным вопросом ММ или МС. И сразу уточним, речь не о лучше или хуже, а о принципиально разной физике. В ММ-головках движется магнит, а катушки остаются неподвижными. Это дает более высокий выходной уровень и меньшие требования к усилению. Но у этой конструкции есть масса движущихся элементов, а значит больше механической инерции. МС-головки устроены наоборот. Движутся катушки, а магнит неподвижен. Катушки очень легкие, и это улучшает отслеживание канавки, особенно на быстрых переходах. Цена за это – крайне низкий выходной сигнал и повышенные требования к фонокорректору или трансформатору. На слух это может проявляться так. ММ воспринимаются как более плотные, телесные, с акцентом на середину. МС как более быстрые, прозрачные, с лучшей микродинамикой и разделением инструментов. Но это не абсолют. Головка работает в паре с фонокорректором. Неправильная резистивная нагрузка МС-головки может сделать звук резким и плоским, а неудачная емкость для ММ сместить электрический резонанс. Верхний диапазон либо заваливается, звук становится мутным и зажатым, либо подчеркивается и появляется резкость. Поэтому вопрос ММ или МС на самом деле означает, насколько точно фонокорректор согласован с конкретной головкой. Именно связка головка плюс фонокорректор определяет результат, а не тип головки сам по себе. Винил — это всегда система. И менять один элемент, не понимая всей цепочки, значит гадать, а не настраивать. Для разработчиков цифровых систем все это звучит как ночной кошмар. Могут возникнуть проблемы при воспроизведении сигналов с высоким уровнем и особенно низких частот. Дело в том, что НЧ-сигнал обладает большой амплитудой колебаний. Если при этом бас имеет выраженную разность между каналами, игла вынуждена совершать значительные перемещения, прежде всего по вертикали, что наиболее критично для стабильного трекинга. А это приводит к потере стабильного контакта иглы с канавкой, вплоть до искажений, пропусков или срыва трекинга. Поэтому в виниловом мастеринге применяется эллиптическая коррекция. Разностный сигнал постепенно ослабляется и сводится к моно в низкочастотной области, как правило, начиная примерно с диапазона 150-300 Гц. То есть это не жесткое правило, а управляемый процесс? Именно, параметры зависят от уровня сигнала, допустимой амплитуды модуляции канавки, длительности сторони и желаемого компромисса между стабильностью воспроизведения и шириной стереобазы. Чем выше уровень и динамика, тем больше шаг между витками канавки, и тем меньше материала можно уместить на одной стороне пластинки. А если мы хотим сохранить больший динамический диапазон, канавки приходится расширять. И тогда альбом нередко выходит уже на двух дисках. Хорошо, с винилом наполовину разобрались. Пускай полученная информация уложится в голове. А мы посмотрим на цифровой, как иногда говорят, аналог винила. На формат DSD. Почему его некоторые называют цифровым родственником винила? Важно понимать, и PCM, и DSD являются дискретными системами. Разница в принципе кодирования. PCM использует сравнительно низкую частоту дискретизации и высокую разрядность. DSD
экстремально высокую частоту дискретизации и минимальную разрядность, вытесняя шум квантования в ультразвуковую область. Кажется, что DSD-сигнал как бы змеится вокруг аналоговой формы волны. И этим он не похож на ступеньки PCM. Но на самом деле ничто там не змеится и нет никаких ступенек. Все это прекрасно сглаживается низкочастотным фильтром на выходе ЦАП. Сигнал после ЦАП абсолютно аналоговый, даже в техническом определении. С практической точки зрения, при качественном АЦП и корректной настройке тракта формат хранения PCM или DSD играет второстепенную роль, просто нужны качественные преобразователи. А что скажешь про частоту дискретизации записи и битовую глубину при архивировании виниловых записей? Как правило, лучше использовать высокое разрешение, хотя бы 96 кГц 24 бит, или DSD, лучше DSD 128 или выше. Для такого режима аналоговые фильтры АЦП должны работать лучше. Как это будет на практике, зависит от конкретного аудиоинтерфейса к компьютеру. Хочу сразу отметить, в этом подкасте мы обсуждаем только технические аспекты оцифровки винила. Вопросы легальности копирования записей зависят от законодательства вашей страны и правового статуса конкретной записи. По таким вопросам необходимо проконсультироваться с юристами. А вот если архивировать виниловый диск в формате DSD, в цифровую форму переносится весь результат предварительной инженерной работы мастеринга для винила. Монофонизация баса, сглаженные транзиенты, скорректированный верхний диапазон вместе с характером самой виниловой записи и искажениями проигрывателя. При этом не применяются жесткие цифровые фильтры в слышимом диапазоне. Да, и, разумеется, итоговое качество оцифровки напрямую зависит от используемого аналогового цифрового преобразователя, его входного тракта, фильтрации и алгоритмов модуляции. А дальше начинается работа уже с цифровым сигналом. Его можно оптимизировать под конкретный ЦАП, например, выполнить перекодирование DSD на другую частоту. Верно. С помощью таких инструментов, как AUI-конвертер, в оптимизированном режиме можно пересобрать DSD-поток на более высокой частоте, конвертировать DSD-64 в DSD-128, DSD-256, DSD-512 или даже выше, если ваш ЦАП поддерживает такое разрешение. А что значит пересобрать DSD? В оптимизированном режиме сначала выполняется фильтрация ультразвукового шума за пределами слышимого диапазона. Затем, при конвертации в другое DSD-разрешение, происходит ремодуляция. Сигнал заново формируется алгоритмами, встроенными в AUI-конвертер, уже с другой частотой однобитного потока. Качество пересборки зависит от исходного материала. Окончательные выводы можно сделать только при практической конвертации записей. А если я хочу сохранить ультразвуковой спектр? Тогда лучше использовать неоптимизированный режим ресэмплинга. При апсэмплинге PCM здесь не должно быть проблем. А вот при апсэмплинге DSD часть технологического шума нойз-шейпинга исходной записи, скорее всего, попадет в конвертированную запись. Это более вероятно, чем в оптимизированном режиме. Интересно, что переконвертация с алгоритмом от Audiophile Inventory позволяет оптимизировать и громкость записи. В индустрии принят стандарт, когда пиковый уровень DSD-сигнала намеренно ограничивают, часто до минус 6 дБ. А зачем искусственно занижать громкость? Разве мы не теряем в динамическом диапазоне? Это необходимая мера предосторожности для обеспечения устойчивости DSD-модулятора. Видишь ли, если сигнал на входе модулятора будет слишком высоким в течение некоторого времени, модулятор, содержащий всегда обратную связь, может пойти в разнос, и вместо музыки на выходе мы получим либо тишину, либо резкий цифровой шум, либо тональный сигнал. Очень неприятно. То есть минус 6 дБ — это своего рода подушка безопасности. Верно, но современные алгоритмы, которые используются в AUI-конвертер, имеют встроенную защиту от этого явления, и мы можем более безопасно поднять пиковый уровень примерно до минус 0,4 дБ.
И что это дает слушателю на практике? Мы максимально эффективно используем динамический диапазон цифроаналогового преобразователя. ЦАП получает более, скажем так, раскачанный поток. При этом риск срыва модуляции уменьшен благодаря защите модулятора этого аудиоконвертера. Так раз тот случай, когда качественный софт позволяет выжать из железа практически максимум, не нарушая физических принципов работы системы. Итак, допустим, я хочу провести апсэмплинг архивированного винила. Если кратко, как это сделать правильно? Расскажи по шагам. Давай на примере AUI-конвертер. Первое. Открыть файл. Второе. Выбрать оптимизированный фильтр. Третье. Указать папку, в которую будут сохранены конвертированные файлы. Четвертое. Выбрать целевую частоту DSD. DSD 128, DSD 256 или DSD 512, ту, которая лучше всего подходит вашему ЦАП и системе. То есть выбор частоты — это вопрос слуха. Не совсем. Скорее, это вопрос конкретного устройства. На разных частотах дискретизации ЦАПы могут задействовать разные электрические цепи, режимы фильтрации и обработки сигнала. Поэтому одна и та же запись, пересобранная в разные DSD-форматы, иногда действительно может восприниматься на слух по-разному, в зависимости от архитектуры конкретного ЦАП. Подробнее о том, как это работает, можно посмотреть по ссылке в описании. Я бы хотел вернуться к самому характеру звука грамзаписей. Скажем так, по-винтажному. Многие называют басовый регистр на виниле эталоном аналоговости. Но что за этим стоит с точки зрения физики? Почему он звучит иначе, чем в цифре? Здесь нет никакой магии, только чистая механика и ее ограничения. Начнем с того, что низкие частоты имеют огромную амплитуду. Чтобы записать мощный бас, резцу приходится нарезать широкие, размашистые изгибы канавки. При воспроизведении игла совершает на этих участках значительные механические перемещения. И как это влияет на остальные частоты? Ведь игла одна, а звуков много. В этом и кроется секрет характера. Когда игла движется по широкой траектории басовой волны, она одновременно должна считывать мельчайшие изгибы высоких частот – вокал, обертоны, атаку струн. Из-за того, что точка считывания постоянно и быстро перемещается вместе с басовой волной, возникает эффект, похожий на доплеровский сдвиг или паразитная частотная модуляция. То есть бас как бы пошатывает высокие частоты? Именно. Высокочастотные детали накладываются на движущуюся платформу баса. Это порождает специфические интермодуляционные искажения. В научном понимании это техническое несовершенство, но наш слух часто интерпретирует такой микроджиттер как теплоту, объем или ту самую аналоговую мягкость. Звук теряет математическую резкость, становится чуть более разреженным и приятным. А если бас записан в стерео, это усугубляет ситуацию? Значительно. В стереорежиме игла движется не только влево-вправо, но и вверх-вниз, разностный сигнал. Если на низких частотах каналы сильно различаются, игла начинает совершать сложные кульбиты в 3 плоскостях. Это резко повышает риск потери контакта с канавкой и увеличивает искажения. И решение здесь та самая эллиптическая коррекция, о которой мы говорили, монофонизация баса? Да, сводя бас в моно, суммарный сигнал, инженер заставляет иглу двигаться преимущественно в горизонтальной плоскости. Это стабилизирует траекторию. Игла меньше взлетает и ныряет, а значит, точнее передает мелкие детали. В итоге бас субъективно кажется более собранным и артикулированным. Получается парадокс. Мы сознательно ограничиваем стереопанораму в басу, чтобы получить более чистый и, скажем так, ритмичный звук. Именно для винила – да. Плюс наш слух все равно плохо локализует направление низких частот. А вот в цифровом тракте, будь то PCM или высокочастотный DSD, таких механических проблем нет. Там мы можем оставить бас абсолютно стереофоническим, но он будет звучать суше и точнее, потому что в нем отсутствует та самая механическая модуляция, к которой привыкли любители винила. А что происходит с высокими частотами?
По мере приближения к центру пластинки линейная скорость иглы уменьшается. При этом допустимая пространственная кривизна канавки резко сокращается. Это делает точное воспроизведение высокочастотных компонентов и сибилянтов физически затруднительным. Давай остановимся на этом моменте подробнее. Фраза звучит сложно. Линейная скорость уменьшается, кривизна сокращается. Но за этим ведь стоит очень простая механика. Представьте себе беговую дорожку на стадионе. По внешнему радиусу круг большой. За один шаг вы проходите значительное расстояние. А теперь сместитесь ближе к центру. Круг становится меньше, и за тот же шаг вы преодолеваете гораздо более короткий путь. С виниловой пластинкой происходит нечто очень похожее. Она вращается с постоянной угловой скоростью, например, 33,1 оборота в минуту. Но по внешнему краю за 1 секунду под иглой проходит длинный участок канавки, а ближе к центру заметно более короткий. Теперь добавим звук. Музыка не знает, где она записана, снаружи или внутри пластинки. Высокие частоты — это очень быстрые колебания. Им все равно, где быть. Им нужно одинаковое пространство, чтобы быть записанными и воспроизведенными точно. А вот тут возникает проблема. Когда игла находится ближе к центру, ей нужно уместить то же количество быстрых колебаний на гораздо более коротком отрезке канавки. Проще говоря, если по внешнему краю у вас есть широкая дорога, то ближе к центру она превращается в узкую горную тропу. И теперь представьте, что по этой узкой тропе нужно ехать не медленно, а на большой скорости. Высокие частоты — это именно такая скорость. Физически игле становится трудно точно повторять резкие изгибы канавки. Особенно это заметно на звуках речи, на «с», «ш», «ц». Эти звуки содержат много энергии именно в верхнем диапазоне. Если ничего с этим не делать, игла начинает не читать канавку, а скользить по ней, теряя точность. Возникают искажения, которые слух может воспринимать как некие резкость, шипение или песок в верхнем диапазоне. Поэтому звукорежиссер на этапе винилового мастеринга действует на опережение. На этапе мастеринга используется деэссер и тонкая коррекция верхнего диапазона. То есть заранее немного смягчаются самые резкие высокочастотные моменты, не потому что они плохие, а потому что носитель физически не может воспроизвести их без потерь. И вот здесь важный момент. Когда мы говорим, что винил звучит мягче или теплее, очень часто мы слышим не магию аналогового формата, а результат точной инженерной адаптации к механическим ограничениям. А вообще, субъективное ощущение теплоты формируется с совокупностью факторов – спектральной коррекцией, фазовыми сдвигами, ограничением резких переходов уровней и особенностями аналогового тракта. Это не деградация и не украшение. Это компромисс, который позволяет сохранить разборчивость и музыкальность там, где прямая передача сигнала была бы невозможна. Именно поэтому внутренняя часть пластинки всегда была самым сложным участком и для инженера, и для иглы. А главное, теперь становится понятно, почему одинаковая запись может звучать по-разному в начале и в конце стороны винила, и почему грамотный мастеринг здесь решает буквально все. Многие спрашивают, а сколько вообще живет винил? Вопрос не праздный, ведь пластинка — это не просто музыка. Это физический объект с канавками, которые буквально читаются иглой. Технически срок службы пластинки зависит от нескольких факторов. Материал, качество нарезки, игла проигрывателя, условия хранения и, конечно, частота проигрывания. Да, современный винил делают из ПВХ, поливинилхлорида, и он довольно прочный. При аккуратном использовании пластинка может сохранять качество звука десятки лет, а то и сотни прослушиваний, прежде чем появятся заметные искажения. Хотя некоторые считают, что нужно ориентироваться на 100 прослушиваний, как на длительность жизни винилового диска. Главная угроза — это износ канавки. Игла, особенно если она тупая или слишком тяжелая, постепенно съедает микродетали записи. Это приводит к потере высоких частот, размазанной стереопанораме и снижению четкости транзиентов. Кстати, хранение тоже важно. Пластинки не любят прямых солнечных лучей, высоких температур и влаги. Идеально вертикально, в чистых конвертах и при комнатной температуре. А что насчет проигрывания на плохом оборудовании? Также сильный антискейтинг, грязная пластинка – все это ускоряет износ. Но если подходить бережно, одна пластинка может радовать несколько поколений слушателей.
Итак, ключевые правила долговечности – чистая игла, правильный проигрыватель, аккуратное хранение и умеренное проигрывание. Тогда винил сможет служить десятилетиями, сохраняя уникальный аналоговый звук. Когда мы ставим иглу на пластинку, кажется, что дальше все происходит само собой. Но на самом деле в этот момент в системе возникает дополнительная сила, о которой редко задумываются – скейтинг. Скейтинг — это стремление тонарма смещаться к центру пластинки во время воспроизведения. И возникает он не из-за брака или плохой настройки, а по самой природе механики проигрывателя. Пластинка вращается, игла скользит по канавке, и между ними возникает трение. Эта сила направлена по касательной к канавке. Но тонарм установлен под углом и не совпадает с радиусом пластинки. Из-за этого сила трения раскладывается на несколько составляющих, и одна из них направлена к центру диска. В результате игла сильнее прижимается к внутренней стенке канавки. Если скейтинг не компенсировать, возникают проблемы – неравномерный износ канавки и иглы, смещение стереобаланса и рост искажений, особенно на высоких частотах и ближе к центру пластинки. И здесь вступает в дело антискейтинг – механизм, который создает небольшую противодействующую силу, тянущую тонарм наружу, уравновешивая скейтинг. Антискейтинг не улучшает звук сам по себе в смысле окраски или добавления характера. Его задача — восстановить симметрию, чтобы игла с одинаковым давлением касалась обеих стенок канавки. Важно понимать, что скейтинг меняется по мере проигрывания пластинки от внешнего края к центру. Поэтому антискейтинг всегда является компромиссом, а не точной компенсацией во всех точках. Правильно настроенный антискейтинг снижает искажения, улучшает стабильность стереообраза и, что особенно важно, продлевает срок службы как пластинки, так и иглы. А значит, скейтинг — это не мелкая настройка для перфекционистов, а фундаментальный аспект механики винилового проигрывателя. Часто спорят о влиянии цвета пластинок на звук. Классический черный винил содержит углеродную сажу, которая улучшает антистатические свойства, повышает однородность материала и стабильность канавки. В цветных пластинках состав может отличаться. Отсутствие углеродной сажи и использование пигментов иногда приводит к более высокому уровню шума, но многое зависит от конкретной рецептуры и качества прессования. Отдельный случай – Picture Disc и многослойные пластинки, где изображения или декоративные слои располагаются между слоями прозрачного винила. Такие издания чаще делают в коллекционных целях, и они действительно могут иметь более высокий уровень шума из-за усложненной конструкции. В магазинах и описаниях часто можно увидеть 180 грамм, 200 грамм, аудиофильский винил. Создается ощущение, что чем тяжелее пластинка, тем лучше звук. Но так ли это на самом деле? С точки зрения физики, сам по себе вес пластинки не улучшает звук напрямую. Канавка одинаковой формы будет звучать одинаково, хоть на 120 граммах, хоть на 200. Но у тяжелых пластинок есть другое преимущество – механическая стабильность. Они толще, жестче и меньше подвержены короблению. Это снижает микродеформации при воспроизведении. Меньше коробленности значит стабильнее прижим иглы, меньше паразитных колебаний тонарма и чуть более ровное считывание канавки. При этом важно понимать, тяжелый винил не исправляет плохой мастеринг. Если исходная нарезка неудачная, вес пластинки ее не спасет. Есть и обратная сторона. Более толстые пластинки требуют корректной настройки VTA и высоты тонарма. Если этого не сделать, геометрия иглы относительно канавки может нарушиться. VTA — это Vertical Tracking Angle — вертикальный угол слежения иглы в канавке пластинки. Да, когда резец на студии нарезает мастер-диск, он входит в лак под определенным углом. Этот угол и есть эталонный VTA записи. Задача проигрывателя — сделать так, чтобы игла при воспроизведении шла под тем же углом, под которым резец когда-то записал канавку. Стоит добавить, что вес винила, толщины пластинки, на 60 грамм, меняет угол VTA примерно на 1 градус.
Это критично для игл со сложной заточкой. Shibata, Microline. Поэтому 180 грамм – это не гарантия лучшего звука, а скорее вопрос удобства, долговечности и стабильности формы. Главный фактор качества все равно остается – мастеринг, состояние матрицы и точность проигрывателя. Итог простой. Вес винила важен для механики, но не для магии. Он влияет на надежность и комфорт воспроизведения, а не на саму музыку. Винил — это не архаика, а результат точной инженерной адаптации к физическим ограничениям носителя. DSD — один из наиболее корректных способов архивировать эту адаптацию в цифровом виде. Но не менее успешно вы можете сделать это с помощью PCM. Ведь дело не только в формате цифровой записи, но и в качестве аналога цифрового преобразователя. А чтобы переход от аналога к цифре был прозрачным, требуется безупречная математическая точность обработки. Речь не о улучшении, а о сохранении. Напомним, ссылки на упомянутые в ролике технические материалы в описании. С вами были Элинора и Алекс на канале Audio Insights от Юрия Корзунова, основателя Audiophile Inventory. Ставьте лайки, помогая этой полезной информации достигнуть большего числа зрителей. Задавайте вопросы и делитесь своими мыслями и опытом по теме ролика в комментариях. Все это помогает нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и поделитесь ссылкой на это видео с друзьями, кому это будет интересно. До новых встреч, друзья, и пусть ваш звук всегда будет безупречен.